Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Что такое шифр? И зачем он Сарену? Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видения, но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Я хочу узнать больше о Бенезии. Среди нашего народа Бенезию очень уважали. Она искусный биотик, даже для Азари. Ее повсюду знали как учителя философии и религии. Она всегда стремилась к миру и гармонии. Она вошла в союз с Сареном, потому что надеялась увлечь его с пути разрушения. Вместо этого она стала одним из самых влиятельных его союзников. Как я уже сказала, матриарх Бенезия недооценила Сарена. Не повторяйте той же ошибки. Это невероятно. Все это время, все мои исследования, я даже не мечтала. Простите, такие живые образы. Я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели, через что прошли, могло сломить кого угодно. Ну же, давайте к делу. Что вы видели? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Вы уверены, что там нет никаких намеков, подсказок? Чего-то, что мы могли пропустить? Все, что я видела, вы уже знаете. Вы были правы насчет пожинателей. Протеан уничтожила раса разумных машин. Очевидно, что существует связь между пожинателями, исчезновением протеан и каналом, но я не видела ничего, что помогло бы нам. Какой наш следующий ход? Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении, по крайней мере, уцелевшие фрагменты, но она не полная. У Сарена могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк.
Кстати, капитан, в следующий раз давайте, может, постараемся не садиться посреди колонии зомби-мутантов. Вдруг нам не понравится. Мне пора идти. Хорошо. Увидимся. Вам что-нибудь нужно, капитан? Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Они знают, как с вами обошлись в Совете. И что думает команда? Они на вашей стороне. Все это противодействие их взбесило. Особенно со стороны наших. У меня слишком болит голова, чтобы во всем разобраться. Очередная мигрень от имплантата L2. Не думали снова лечь на операцию? Перейти на новую модель? Нет, спасибо, капитан. Один неверный надрез, и ты своего имени не вспомнишь. К тому же L2 все равно лучше. L3 безболезненные, но мои способности снизятся. И раньше рак на горе свистнет, чем я опять свяжусь с филиалом Канатикса. О Канатиксе давно уже ничего не слышно. Да, он тихо растворился. Распался на кучку мелких фирм после того, как закрыли лавочку на нулевом скачке. После первого контакта для отслеживания случаев облучения и разработки имплантатов был основан Канатикс. Как только у нас появилось посольство на Цитадели, Канатикс притащил экспертов. Экспертами могли быть только инопланетяне. Точно так, а именно турианцы. Вот почему Канатикс держал все в тайне. Боялся, что подумают люди на Земле. Только что воевали с турианцами, а теперь просим у них помощи. Азарии были бы более приемлемы, чем турианцы. Да, но компания не могла действовать по официальным каналам. Это выставило бы Землю слабой. Так что они тайно пригласили наемников турианцев. Есть причина, по которой люди не могли сами все изучить. Не знали, с чего начать. Да на то, чтобы вообще связать биотиков в Сане, ушли годы. Едва можно было уследить, чтобы ребята руки-ноги себе не поломали. Ни о каком телекинезе и всем таком и речи тогда не было. Но учителей выбрали очень неудачно. Наверняка Канатик сделал то, что считал лучшим. Для нас это было не лучшее. К нам притащили турианца, бывшего военного капитана Вирнуса. Он был просто сволочь. Мог нас хоть пополам рвать, если это выявит хорошего биотика. Доводил нас до полусмерти. Ему за это что-нибудь было? Да, он свое получил. Но, как и все прочее, на нулевом скачке все было под ковром. Чем меньше говоришь, тем лучше. Ну да ладно, это дело прошлое. Я давно уже все забыл. Мне надо возвращаться к своим обязанностям. Мы тут творим историю, а не рассказываем байки. Поговорим в другой раз, лейтенант. Капитан? Что вы думаете о последней миссии? Хорошо, что не все инопланетяне похожи на Торианина, а то бы мой желудок не выдержал. У меня есть кузен, он в агробизнесе. Думаю, не позвонить ли ему? Может, он сможет начать поставки на Феррос? Они ведь теперь отрезаны от компании. Поговорим в другой раз, лейтенант. Капитан? Чего вы хотите, Шепард? Почему вы пошли в наемники? Много причин. Какие? Какие? Надо было улетать из нашей системы. Надо было что-то есть. Надо было выживать. Почему вы не остались помочь своему народу? Я пытался помочь. Потому и надо было улетать. Что случилось? Меня предали. Я был главой небольшого племени. Мы старались восстановить порядок после войны, но другие племена были против. Их вождем был Джаред, один из немногих полководцев, кто пережил войну с турианцами. Но он был стар, как и его идеи. Он хотел продолжить войну. Хотел, чтобы мы дрались с турианцами, с соларианцами, друг с другом. Неважно с кем, лишь бы драться. А вы чего хотели? А я хотел, чтобы Джаред заткнулся. Перестал мутить воду. Но он не понимал, что все изменилось. Нас было слишком мало для войны. А если бы и нет, Генофаг не дал бы нам быстро пополнить свою численность.
Я убеждал всех отказаться от войны. Нужно было заняться выведением потомства, хотя бы на одно поколение. Какое-то время у нас все получалось. Некоторые племена начали объединяться. Я полагаю, полководец это не оценил. Нет, не оценил. Он договорился устроить сходку. Встречу племен на ничьей земле. Хотел поговорить. Мы сошлись у курганов, там, где могилы предков. Черепа наших мертвых лежат на виду, чтобы мы помнили, откуда пришли и куда уйдем. Это самое священное место для всех кроганов. Насилие там запрещено. Похоже на ловушку. Неужели вы ничего не подозревали? Подозревал. Но когда отец зовет тебя на сходку, даже у нас есть нерушимые законы. Джаред — это ваш отец? Был. До того дня. Мы говорили, но ни к чему не пришли. Когда стало ясно, что я не пойду за ним, он подал сигнал. Его люди поднялись из могил наших предков, словно зомби. Мои парни быстро погибли. Я сумел спастись, но сперва ткнул в грудь отцу ножом. Вот почему я улетел. И почему никогда не вернусь. У вас должны быть другие родственники, кроме отца. Вы по ним не скучаете? Пытаетесь довести меня до слез, Шепард? У меня остались незаконченные дела с родными, но это все. Что за дела? Перед тем, как улететь, я дал клятву отцу моего отца. Я поклялся вернуть боевые доспехи моего рода. Их отняли у нас после восстания. Что в этих доспехах особенного? Это реликвия. На самом деле бесполезная. Но до войны их носили 5 поколений моих предков. Они мои по праву. Сначала их забрали турианские солдаты. После войны нам запретили носить доспехи и оружие. А теперь они в руках Тонна Актуса. Эта турианская мразь коллекционирует военный антиквариат. Нехило наварился на ворованных кроганских ценностях. У него есть несколько баз, где он хранит свой товар. Все укреплены и под охраной. Где именно доспехи, я не знаю. Просто скажите, где нужно искать. Я загружу координаты в ваш компьютер. Но, капитан, когда вы их найдете, я хочу быть рядом. До встречи, Рекс. Шепард. Пока я здесь. Ты сказал, что теперь служишь у капитана Шепарда. Видели его в новостях? Такой красавчик. До скорого, сестричка. О, скажите, что вы этого не слышали. Боюсь, что слышал. О, пристрелите меня. Это одна из моих сестер. Это Сара, самая младшая. Не ожидала вас здесь увидеть, сэр. Думала, вы будете беседовать с этой, как ее, Тессони? С Лиарой? С чего вы решили? Ходят слухи, что вы с ней несколько сблизились. И я могу понять, почему. Команда недоступна, ведь устав не одобряет понебратство. А она хотя бы похожа на женщину. Думаете, я заинтересовался Лиарой, потому что она единственная, с кем мне позволено встречаться? Так значит, вы ею заинтересовались? Возможно, это просто политика? Она ведь дочь инопланетного дипломата. Приказ улыбаться большеглазым чудовищем? В чем дело? Вы же пришли не мою личную почту подслушивать. Семья для вас, кажется, очень важна. Да, мы всегда были близки. Особенно с сестрами. Папа постоянно был на службе. Я помогала маме их воспитывать. Где вы росли? Да где придется. Прежде чем я начальную школу закончила, нас 6 раз перебрасывали с места на место. Куда командование пошлет, туда и летишь. Сами знаете. Наверное, потому я к сестрам так и привязалась. Нам же каждые 2-3 года приходилось всех друзей бросать. Ваш отец служил на флоте? Да, и все время пропадал в космосе. Из кожи лез, лишь бы его заметили. Но так и не поднялся выше рядового 3-го класса. Он очень гордился, когда я стала сержантом артиллерии.
Первым делом отдал мне честь. А ваша мама? Вы о ней не упомянули. Вы же знаете, как бывает с женами военных. Они сильные, потому что у них нет выбора. Детей-то надо растить, пока отец 6 месяцев в походе. У нее диплом по планетарной геологии. Они с папой хотели повидать новые миры. Но она отказалась от карьеры, чтобы воспитывать нас. У вас несколько сестер? Похоже, семья большая. Да, я старшая, потом Эбби, потом Лин. И Сара, самая младшая. Она еще в колледже. 4 девочки. Папа говорил, что дома приходится бороться с численным превосходством покруче, чем на учениях. И ваши сестры с вами еще разговаривают после того, как вы их воспитывали? Поразительно. Одно время между мной и Сарой отношения были напряженные. А потом мы помирились. Что за история? Расскажете? Сара завела себе мальчика, а он сразу попытался взять быка за рога. Майк его звали. Не то чтобы он был плохой парень, просто нетерпеливый. Лин слала мне озабоченные письма, а я советовала ей не психовать. Где же вы были, когда это все происходило? На действительной службе. Сара в этом году колледж заканчивает, а то было пару лет назад. Они жили на Аматерасу, а меня тогда послали на Чернобог. Это в том же скоплении, но в десятки световых лет. Достаточно близко, чтобы постоянно общаться, а если что случится, прилететь не успеешь. Я же скоростной билет не могла себе позволить. Я так понимаю, что-то у них произошло. Майк позвал ее на романтическую прогулку по лесу. Подумал, что вроде как им давно уже пора было это сделать. Ну, она его шибанула мордой об дерево и пошла прочь. На самой ни царапинки. Хорошо, что мама с папой нас научили кое-какой самозащите. Я взяла отпуск по семейным обстоятельствам и несколько дней провожала Сару в школу. А почему не заявили в полицию? Она сказала, что это не решит проблем, только ославит их с Майком на всю округу. Колония там была маленькая. И я сказала, что она вправе решать. Пусть поступает как хочет. Мама очень разозлилась из-за этого. Вы сказали, что всех ваших сестер родители учили самозащите. Лин стреляла из пистолета, но ей это не нравилось. Нервничала. Сара занималась айкидо. Эбби решила учиться фехтовать. Она у нас странная. Любит широкие юбки и узенькие такие топики. Хотя на ее фигуре это смотрится неплохо. Вы чем занимались? Меня папин друг учил рукопашному бою космической пехоты. Вы проделали такой путь, чтобы водить сестру в школу? Всего-то 12 световых лет. 1 день перелета. Я же не с Земли летела или там откуда-нибудь. В последний день моего отпуска Майк нас подкараулил. Сара все рассказала друзьям, так что вся школа знала, что он сделал. Его это взбесило. Я хотела его пополам порвать, но Сара на меня так посмотрела, мол, да я сама, это мои дела. Она была совершенно спокойна. Бог мой, а он ей в лицо орал. Дала ему выкричиться. А потом он пытался ее ударить. Она просто вокруг него обошла, потом смотрю, а он уже мордой вниз на асфальте. И кровь кругом. Он промахнулся? Он замахнулся, а ее уже не было на том месте. И он упал. Она помогла ему остановить кровь, а меня заставила вызвать скорую. Докторам сказала, что он упал. И перед тем, как Майка увезли в больницу, он коснулся ее руки. Я думала, он опять на земле окажется. А он свесил голову, шепнул «извини» и заплакал. А она его обняла. Женщины Уильямс словами не бросаются, капитан. Мы делаем что-то только когда готовы. Ни раньше, ни позже. Ваша сестра непростая девушка, но вы совсем не говорили об отце. Он был на службе? Папа всегда хотел служить в космосе, но чтобы у нас под ногами была твердая земля. Говорил, в космосе красиво, но детей там не вырастешь. Покой не для меня. Я сушу до капли чашу странствий, всегда страдал и радовался полной мерой, с друзьями или один.
Бродяга ненасытный, повидал я многое. Чужие города, края, обычаи, вождей премудрых. Не думал, что услышу от вас стихи. Думаете, раз я способна попасть вам промеж глаз сотни метров, мне не могут нравиться красивые стихи? Только никому не рассказывайте. Улисс был папиным любимым стихотворением. Каждый раз перед полетом он записывал, как я его читаю. К отставке у него накопилось с десяток разных копий. Они ему до сих пор нравятся? Надеюсь, что так. Я каждый раз читаю их у него на могиле, когда попадаю домой. Папа умер несколько лет назад, но, думаю, он смотрит на меня. Так что приходится вести себя хорошо. В смысле, оттуда, куда мы попадем после смерти? Точно так, капитан. Он теперь с Богом. Для вас же это не проблема, что я верю в Бога? Каждый волен верить во что хочет. Так и в Хартии Альянса сказано. Только более красиво. Я рада, что вы человек широких взглядов. Я встречала людей, которых раздражала моя вера. Говорили, как можно работать в космосе и верить в высшие силы. Выглянули бы эти ребята в окно. Как можно смотреть на эту галактику и ни во что не верить? Мне надо возвращаться к своим обязанностям. Не хотела отнимать у вас столько времени. Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, шкипер. Что вы думаете о последней миссии? Здешними колонистами нельзя не восхищаться. Менее подходящего места для колонии и придумать-то нельзя. Будь у меня выбор, я бы тут ни на минуту не осталась. Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, шкипер. Капитан, рад вас видеть. Вы долго были в СБЦ. Много пришлось повидать. Ну, с вами не сравнить. Но да, кое-что интересное было. Наверняка. Расскажете о каком-нибудь увлекательном случае? Да вот хотя бы дело одного соларианского генетика. Дело было довольно неприятное. Что случилось? Почему он оказался под следствием? Мне поручили заняться черным рынком на Цитадели. В основном там все было тихо. Ничего такого, чтобы требовало внимания. Но в ходе расследования я натолкнулся на рост торговли органами. Ими всегда торговали, но не в таком количестве. Непонятно было. То ли появилась новая подпольная лаборатория, то ли какой-то психопат-потрошитель. Вы раньше с этим встречались на Цитадели? Время от времени какая-нибудь лаборатория распродает излишки. Но это не так плохо, как психопаты. Помню одного дипломата Элкора, которого мы взяли в мой первый год службы. Убивал местных жителей и продавал их органы. Всю станцию держал в страхе. Но с генетиком все оказалось не так просто. Гораздо сложнее, чем мы сперва думали. Как же вы выяснили, что происходит на самом деле? Для начала захватили образец и провели тест ДНК. Он вывел нас на турианца, который был жив-здоров и совершенно уверен, что его печень при нем. Немного покопавшись, я узнал, что он одно время работал на генетика, доктора Салиона. Иду к нему в лабораторию. Думаю, найду улики. Производство клонированных органов. А там ничего. Ни сердец соларианских, ни турианских печеней. Даже кроганских яиц не было. Вы шутите, что ли? Зачем кому-то нужны кроганские яйца? Кое-кто из кроганов верит, будто пересадка яиц повышает мужскую силу, ослабляет действие генофага. На самом деле нет, но они все равно их покупают. Платят до 10 тысяч кредитов за штуку. За весь набор выходит 40 тысяч. Кое-кто на этом круто наживается. И что вы сделали с генетиком? Задержал кое-кого из его работников, чтобы проверить, вдруг заговорят. И при беседе с одним из них наткнулся на кое-что подозрительное. Продолжайте. У одного из задержанных во время допроса началось мощное кровотечение. Мы предложили перевязать, а он впал в бешенство. Как с катушек съехал. Я велел провести ему полное медобследование. Врачи нашли у него по всему телу надрезы, частью свежие. Вот это был прорыв. Эти ребята были не просто работниками. Салион использовал их как пробирки. Ходячие живые пробирки. Он выращивал органы в телах своих работников? Точно.
клонировал органы внутри их собственных тел, а потом вырезал и продавал. Большинство жертв были бедняками. Он платил им небольшой процент с продаж, но только если органы выходили качественные. Порой орган вырастал не так, как надо, и он оставлял его им. Большинство из них были инвалидами, но только внутри, снаружи ничего не видно. Надеюсь, он получил то, чего заслуживал. Это-то хуже всего. Мы его так и не поймали. Почему? Что случилось? Он слинял, взорвал лабораторию, прихватил с собой часть сотрудников и двинул к ближайшему космодоку. Когда я это понял, его корабль уже отчаливал. Он угрожал убить заложников, если мы что-то предпримем. Но вы же полетели за ним следом? Я приказал сбить его, но штаб СБЦ отменил мое распоряжение. Они там волновались о заложниках. И о том, что если подорвать корабль так близко к цитадели, будут жертвы. Я им говорю, заложники и так мертвы. Он их просто использует для выращивания органов. Но они не стали слушать. Всех не спасешь. Нет, но дать ему так просто улететь... Все, что надо было, задержать корабль. Не дать ему сбежать. Заложники, может, погибнут, может, нет, но мы хоть взяли бы ублюдка, который во всем этом виноват. Если вам нет дела до судьбы заложников, то вы не лучше, чем он. Такой же террорист, только с полицейским значком. Да, возможно, вы правы. Проще от этого не становится, но я понимаю, о чем вы. Мне просто жаль, что я не смог его остановить. Вот и все. Вы не знаете, что было дальше с доктором Салионом? Время от времени я дергал за ниточки, хотел выследить его. Однажды я даже чуть было не поймал его. Он менял корабли, сменил имя на доктор Харт. Сердечный наш, юморист. Я сообщил военным, но они не были уверены, что это он. Я узнал частоту его нового корабля, но так и не добился, чтобы кто-нибудь проверил. Я проверю координаты, когда будет время. Я надеялся, что вы это скажете. Но, капитан, когда пойдете за ним, возьмите меня. Если это Салион, я хочу быть рядом, когда вы его найдете. Шепард, хорошо, что вы здесь. Рад снова видеть вашу улыбку. Я стала гораздо лучше спать. Привыкаю к тому, как у вас на корабле тихо. Я все еще много думаю о своем паломничестве. Хотя знаю, главное это Саран. Но на каждой планете я ищу что-нибудь, что смогу привезти на флот. Что вы надеетесь найти? Обычно все привозят старые корабли на металлолом. Но я должна найти что-то более серьезное. От меня многого ожидают. Чем вы так отличаетесь? Дело в отце. Он старший член коллегии адмиралов. Один из 5, кто ради блага мигрирующего флота может отменить решение конклава. Мой отец отвечает за 17 миллионов жизней. В его руках вся наша раса, а я его единственный ребенок. То есть вы наследница Кварианского трона или что-то в этом роде? Нет, у нас все не так. Должность моего отца не наследуется. Я сама вряд ли когда-нибудь попаду в коллегию адмиралов. Официально я такая же, как все. Но на деле все выходит иначе. Из-за отца ко мне всегда относились по-другому. Вы, должно быть, были окружены вниманием. Пожалуй, в юности мне было проще, чем другим. Но не все так просто. У таких людей, как мой отец, есть враги. И они не побрезгуют использовать меня, чтобы достать его. Вам должно быть нелегко. Мой народ высоко ценит семью, предков. Все подразумевают, что я должна быть под стать отцу. Все ждут, что я в своем паломничестве совершу что-то великое. Что-то, что навсегда изменит нашу жизнь к лучшему. А если нет, значит я провалилась. Что будет плохо и для меня, и для моего отца. Ваша задача здесь важнее, чем все, что когда-либо делали кварианцы. Да, я знаю, но вы должны понять кварианскую культуру. Мы очень замкнутое общество. События за пределами флотилии мало что значит для среднего гражданина. Наша величайшая мечта – однажды вернуться на родину и изгнать оттуда гетто. Но если даже мы остановим Сарана, этого не случится.
За вуалью остались еще миллионы гетов. Пока они есть, наше изгнание не кончится. Что вы должны привести, чтобы все были счастливы? Что-то, что поможет нам лучше понять гетов. За время нашего изгнания они сильно изменились, так как продолжают эволюционировать. Мы очень стараемся их изучать, но это не так просто, они очень скрытны. До недавнего времени они не выходили за пределы вуали. А все, с кем мы сталкиваемся, находятся под контролем Сарана. Нам нужно отыскать гетов, которые бы действовали сами по себе, независимо. Но я не хочу мешать вашей миссии, Шепард. Сначала остановим Сарана, а потом уже я могу заняться своими делами. Расскажите о своем отце. Нелегко быть дочерью одного из адмиралов. Он был видной фигурой еще до того, как вошел в состав коллегии. К нему прислушивались. Он должен подавать всем пример, и того же ждут от его дочери. К тому же он очень строг, военный человек до самых костей. Он всегда и во всем требовал совершенства. В детстве мне порой казалось, что он слишком на меня давит. Но теперь я способна оценить то, чему он меня научил. Мир ничего нам не должен. Если мы чего-то хотим от жизни, это нужно заслужить. А что делала ваша мать? Мама была рядом, но казалось, она находится на заднем плане. Отец словно затмевал ее своим сиянием. Рядом с ним многие себя так чувствовали. Она умерла лет 5 назад. На флоте была эпидемия, какой-то вирус. Так иногда бывает, когда воздушные фильтры начинают сдавать. Отца это сильно подкосило. Когда ее не стало, он еще больше ушел в работу. Думаю, так он пытался пережить свое горе. Нелегкое детство, но вы не в обиде на своего отца. Я говорила, было нелегко. Мой отец не тот человек, к которому можно привязаться. И виделись мы с ним не так часто. Он был слишком занят. На него все рассчитывали, и он серьезно относился к своим обязанностям. Даже когда был рядом, казался отстраненным, будто думает о чем-то другом. Подумать только, я не помню, чтобы он улыбался. Ни разу. Будто вся эта ответственность его все время тяготила. То есть я знаю, что он любит меня, но он ни разу этого не показал. Таким людям сложно любить. Пожалуй, единственное, что я могу сказать, это что я уважаю его. Я хочу поговорить о другом. О чем, например? Мне нужно идти. Увидимся. У меня такое чувство, что вы хотите меня о чем-то спросить, капитан. Может быть, вернемся к тому, с чего начали? Вы говорили о своем интересе к протеанам. Вообще-то, по-моему, я говорила о своем интересе к вам. И при этом выставила себя дурой. Я плохо умею общаться с окружающими, особенно с людьми. Когда мы встретились, я мало знала о вашем виде. Мне трудно было принимать людей всерьез. Вы всегда казались такими суетливыми, такими нервными. Ваше мнение о нас переменилось? Да, я наблюдала за вами и за вашим экипажем, и многое узнала о вашей расе. Вы, люди, существа действия. Вы преследуете свои цели с неудержимой решительностью. Это восхитительная черта, но в то же время и опасная. Вы нас боитесь? К сожалению, для всей остальной галактики люди что-то вроде хулиганов. Чтобы достичь желаемого, вы идете поперек всех. Это мнение сумеют переменить такие люди, как вы, Шепард. Почему я? Есть причина, по которой Совет решил, что именно вы станете Спектром. В вас увидели нечто особенное, лучшее, что может предложить человечество. Я посмотрела вашу биографию. Я знаю, что вы сделали во время Блица. Вы проявили выдающуюся отвагу и героизм. Что же во мне такого интересного? Я хотела побольше о вас узнать, чтобы понять, что повлияло на вашу личность. У вас есть нечто необъяснимое, Шепард. Я интересую вас только из-за моих видений. Вы просто хотите больше узнать о протеанах. Согласна. Сначала мой интерес касался вашей связи с протеанами, но потом он вышел за эти рамки. Вы интересуете меня, Шепард, но я не знала, уместно ли поддаваться чувствам. Я подумала, что между вами и сержантом Уильямс уже есть некие отношения. Что может меня связывать с вами? Мы даже к разным видам принадлежим.
Азари и люди в основном физиологически совместимы, капитан. Разумеется, отношения должны включать в себя не только физический контакт. Между нами должна быть также эмоциональная и духовная связь. Мы принадлежим к разным видам, но у нас много общего. Но все это не имеет значения, если у вас уже есть серьезные отношения с сержантом Уильямс. Эш мне не безразлична. Очень. Я так и думала. Но все же мне кажется, что между нами есть взаимное влечение. В этом смысле вы меня не интересуете, Лиара. Меня все это крайне тревожит, капитан. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Мне пора. До свидания, капитан. Капитан, срочное сообщение от командования Альянса. Включаю. Шепард, это адмирал Хекет из командования Альянса. У нас возникла проблема, и только вы можете с ней справиться. Что именно вам нужно, адмирал? Проблема возникла на учебном полигоне Альянса, где мы проводим учения и тестируем новое оружие и технологии. Один из компьютеров, которые мы используем для симуляции тактики противника, перестал выполнять команды. Он не поддается контролю. Вы хотите мне сказать, что этот компьютер научился мыслить самостоятельно? Мы не идиоты, Шепард. Это виртуальный интеллект, а не настоящий ИИ. Он не осознает себя как личность, и у него нет доступа к внешним системам. Мы не делали ничего незаконного. Поддержка виртуального интеллекта очень важна для успешных военных действий. Он обрабатывает тысячи рапортов и реагирует в течение нескольких наносекунд. Люди на это не способны. Нам нужно, чтобы вы пробрались через полигон к ядру ВИ и отключили его вручную. А отключить его дистанционно вы не можете? Безаварийные системы не отвечают. ВИ действует в закрытой сети. Он не может повлиять на внешние системы, но прямого доступа к его процессам у нас нет. Мы могли бы сбросить бомбы с орбиты, но тогда урон всему комплексу будет катастрофическим. Кто-то должен отключить ядро, и мы бы хотели, чтобы это были вы. Я знаю, что спектры отчитываются перед Советом, но вы все еще человек и состоите в армии Альянса. Сейчас вы нужны нам. ВИ контролирует все оружие, всех дронов и автоматизированные системы защиты. Шепард, только вы можете справиться с этим заданием. Удачи! Турианцы первыми предложили создать единую правоохранительную организацию на Цитадели. Наверное, поэтому больше половины сотрудников СБЦ – турианцы. Итак, Лиара, вы 50 лет изучали протеанские руины и артефакты. Наши путешествия отличаются от раскопок, к которым я привыкла. Я бы хотела больше работать и слышать меньше взрывов. Лиара, думаю, все ученые с вами согласятся. Я видел ваш отчет о событиях на Ферросе. Если бы мы знали о Торианине, Экзогения никогда бы не получила разрешения основать там колонию. Счастливым образом колонию удалось спасти. Мы не можем себе позволить неудачи в Траверсе. Все-таки это один из главных регионов нашей экспансии. На колонистов вам наплевать. Для вас это политический вопрос, разве не так? Капитан, мы все не можем быть героями, которые бросаются в пекло. Таким изысканным образом каждый из нас служит человечеству по-своему. От межзвездной политики никуда не деться. Она является неотъемлемой частью общей картины. И не всегда бывает приятной. Не обращайте на него внимания, Шепард. Посол иногда бывает резким. Работа у него такая. После долгих лет застоя, корпорация Экзогени объявила, что их колония на Ферросе наконец начала приносить прибыль.
Усилия, затраченные на колонизацию и новые открытия, наконец принесли Экзогени доход. Акции Экзогени резко выросли в цене, поскольку инвесторы остались очень довольны этими неожиданными новостями. Вот это место. Мои доспехи где-то здесь. Вот они. Нахрена мои предки носили это барахло? Но, по крайней мере, я его вернул. Я рад, что помог вам их вернуть. Вы начинаете мне нравиться, Шепард.
Спасибо. Спасибо, что спасли меня от этих... Капитан, это он, доктор Салливан. Что? Меня зовут Харт. Доктор Харт. Прошу вас, заберите меня отсюда. Вы уверены, что это он? Так точно. На этот раз вы не убежите, доктор. Я бы вырезал вам все органы, да жаль, некогда. Вы сошли с ума. Он сошел с ума. Пожалуйста, не дайте ему это сделать. Придушите его и продолжим, наконец. С удовольствием. Ваше время истекло, доктор Мясник. Нет! Пожалуйста! Пожалуйста! Теперь я удовлетворен. Хорошо. Запомните это чувство. Так и должно быть. Хорошо, капитан. Что ж, пожалуй, здесь мы закончили. Диспетчерская, я Нормандия. Укажите вектор и место причаливания. Нормандия, ваше прибытие не запланировано. Наша оборонительная система подключена и отслеживает вас. Мы здесь Назовите по делам цель цитадели. визита. На борту спектр совета. Нормандия, посадка разрешена. Имейте в виду, по прибытии мы идентифицируем ваши личности. Если ваши слова не подтвердятся, корабль будет реквизирован. Как тут весело. Надо будет съездить в отпуск.